Добрый день. Меня зовут Мария Горохова, я архитектор. Работаю уже больше 10 лет. Очень люблю работать с цветом для жилых и общественных пространств. Хотела бы сегодня поговорить о том, как использовать цвет в образовательных пространствах, в общественных помещениях, как он влияет на людей, которые там находятся, и как это можно использовать для того, чтобы процессы, которые происходят внутри помещений, сделать более направленными, с тем характером, который вам необходим. Цвет в жизни человека очень важен, поскольку 85% информации человек воспринимает через глаза. Это основной канал восприятия информации, и количество и качество цвета и света очень сильно влияет на состояние психологическое, и дальнейшее формирование личности, оно происходит исходя из той среды, где находится человек. То есть можно сказать, что образовательная среда – это фактически целая система взаимодействия пространства, людей внутри и длительный процесс, который приводит к определенным результатам. И цвет и свет внутри, они очень сильно влияют на состояние людей, которые находятся в помещении. Можно выделить несколько разных подходов использования цвета внутри помещений. Первый для образовательных пространств можно выделить как один цвет. То есть у вас есть нейтральная оболочка, в которой, допустим, такая, в которой один из каких-то оттенков используется для того, чтобы акцентировать внимание на каком-то из элементов. И в каждом помещении это может быть свой, может быть во всех помещениях один цвет, для того, чтобы использовать это как такие сигнальные цвета, опорные, основные, ведущие. И упрощать посетителю, упрощать человеку, который находится в пространстве, взаимодействие с этим, собственно, пространством. Второй подход – это цвет как функция. То есть когда у вас есть помещение, и оно предполагает, что человек будет находиться внутри в определенном состоянии. Например, библиотека. В библиотеке вы хотели бы, чтобы посетители там были спокойны, сконцентрированы и достаточно умиротворены, но при этом бодры. Для этого можно использовать зеленые, синие оттенки, то есть те цвета, которые концентрируют, собирают и успокаивают. Для помещений типа кафе, столовой это будут теплые цвета, которые стимулируют аппетит и дают ощущение тепла и уюта внутри, ну и, собственно, способствуют принятию пищи. Если это спортивные залы, они требуют больше активного цвета, что-то очень энергичное, которое толкает на действие, заставляет двигаться быстро. Для классов это более нейтральная гамма, но при этом не скучная, со своими цветовыми акцентами. И третий подход в цветовой концепции образовательных помещений – это использование так называемых корпоративных или фирменных цветов. То есть для школы, например, можно определить какую-то цветовую гамму, которую будет узнавать. Возможно, это цвет герба или какие-то цвет шрифта. И эта цветовая гамма, она будет повторяться во всех пространствах, она будет создавать ощущение узнаваемости, и тем самым люди, которые находятся внутри, они будут себя чувствовать более уверенно, более мотивированно. Этот подход, он позволяет сделать школу узнаваемой на фотографиях, например, или даже увидев издалека, вы сразу воссоздаете вот то ощущение, которое хочется донести посетителям учебного заведения. Можно выбирать любой подход, который близок вам, но очень важно сформулировать те качества, которые хочется видеть в помещении, куда вы будете приводить людей. И я бы здесь выделила несколько разных групп помещений, которые будут обладать определенными качествами. Первая группа, основная, входная группа, это те пространства, куда попадает человек извне, из внешней среды, в школу, здание, может быть, это классы,
То есть те помещения, через которые происходит посещение дальнейших пространств. Дальше это транзитные пространства типа коридоры, горизонтальные коммуникации, вертикальные лестницы, лифты. Они призваны довести посетителя до конечной точки посещения. Еще одна группа отдельная — спортивные, энергичные пространства. Это могут быть и внутри залы, закрытые, открытые площадки, территории, где занимаются спортом и активными какими-то действиями. Это комнаты приема пищи отдельно, кафетерии, столовые, возможно, какие-то лобби, общественные пространства, в которых очень энергично двигаются посетители, им хорошо там, они чувствуют себя уютно и наполненно. И, собственно, классы, обучающие какие-то лаборатории, большие аудитории, залы, маленькие кабинеты. Это все отдельная группа дальше. И для каждой группы из помещений есть качества, которые хотелось бы получить там. Очень важным аспектом формирования цветовой палитры будет список, собственно, качеств, который поможет потом выбрать ту гамму и те комбинации оттенков, которые можно будет использовать. Это гораздо быстрее приведет вас к результату. Понимая, какие качества, вы можете даже сейчас, имея существующую гамму, существующие условия какие-то, привнести в это пространство какой-то оттенок или нужную текстуру, или нужный свет, и получить уже нужный эффект быстро и достаточно эффективно. Еще очень важным аспектом является освещение. Освещение — это чаще всего натуральное, естественное, солнечное, и очень сильно оно зависит от ориентации: север, юг, запад, восток. Север он более холодный, юг чаще всего освещенный, теплый, восток утром холодный свет дает, запад вечером горячий, оранжевый, красный, и прямые лучи достаточно. И от того, какой свет попадает в помещение, зависит, как будет восприниматься цвет. Я взяла, например, практически такой урок с использованием лампочки разной температуры. Это лампа дневного света на температуру 4000 Кельвин, 4100. Это холодный свет. Который мы будем освещать рабочую зону. Холодный свет, он создает ощущение бодрости. Часто его используют для того, чтобы в переговорных комнатах сделать процесс более энергичным, более собранным. Люди становятся такие достаточно сконцентрированные, но переизбыток суперхолодного света, он дает перевозбуждение нервной системы, то есть через какое-то время, через короткий промежуток человек перестает быть собранным и становится просто нервным, что тоже не очень хорошо. Холодный цвет, сейчас я возьму холодный оттенок, возьму разные покрытия пола. И при использовании холодного света мы можем получить достаточно холодную гамму внутри. При этом восприятие цвета стен будет очень сильно меняться от того, какая поверхность пола у вас есть. Если мы возьмем теплый, тоже с практическими примерами, теплый цвет, в зависимости от покрытия пола он будет иметь разные сочетания, плюс падающий свет, который делает его более холодным. Если мы будем использовать более теплый источник освещения, например, лампочка на 2700 Кельвин, это теплый источник света, то мы получим усыпляющий эффект. Теплый свет вечером, он напоминает нам о том, что пора уже ложиться спать. В принципе, по циклам природы это цвет света, который помогает организму засыпать. И если включить теплую лампу, вы начинаете расслабляться, и
если это помещение не предназначено для расслабления, то будет иметь определенный эффект на процесс. Например, в переговорной теплый свет просто всех усыпит. В рабочей аудитории люди перестанут концентрироваться в нужном направлении. И если взять теплый цвет и теплый свет, он станет более оранжевым. Опять же, зависит от того, какое у вас покрытие пола. Возьму холодный оттенок, подсвечу его теплым, получится теплый. Очень важно понимать, как вы хотите использовать цвет и свет, и таким образом формулировать для себя сценарии, которые будут уже происходить внутри помещений. Также вот эти теплые, холодные, красные, желтые, синие, зеленые оттенки, их можно по-разному еще оттенять. И можно уходить, на примере красного, например, можно уходить в теплую гамму и тем самым формировать такое очень энергичное, красное, насыщенное помещение. Можно его разбавлять холодными оттенками, тогда это будет уравновешенное пространство, все еще энергичное, но с привнесением холодных цветов. И точно так же можно работать с любой гаммой, которая у вас будет возникать в помещении. Если уже есть какая-то среда, которую нужно доработать, мы используем как раз вот это вот понимание того, хочется это увести в энергии, в энергичность или хочется увести в спокойствие. Даже нейтральная гамма, она может сочетаться базовыми, иметь фоновый цвет базовый и дополненная какими-то нейтральными оттенками и быть достаточно спокойной. При этом, если мы привнесем неоновые оттенки яркие, она станет более энергичной. Все зависит от того, как вы хотите получить, какой эффект хотите получить. Также имеет значение то, какого цвета будут предметы, которые помещены внутрь этого пространства. И от цвета предметов также будет зависеть то, как воспринимается окружение и как воспринимаются сами предметы. Например, на светлом полу белая мебель будет выглядеть одного вида. И, например, если переставлять ее из разных оттенков помещений, будете видеть разницу. Темная мебель на светлом полу, она будет выглядеть по одному, на темном по-другому. Хотите ли вы, чтобы ее было видно акцентно или наоборот спрятать ее? Это ваши критерии, которые используете вы для того, чтобы говорить о том, какой мы будем цвет дальше брать. Очень важно понимать, что организм человеческий, он не может существовать в бесцветном пространстве. И бесцветные нейтральные гаммы он воспринимает как стресс, как несуществование. Особенно дети, которые ищут всегда стимулирующие цвета, им хорошо находиться в ярком, стимулирующем пространстве. И от знания этого очень сильно зависит использование гаммы и оттенков для разных возрастных групп. Для дошкольников и начальной школы хорошо использовать яркие, насыщенные цвета. Они немного уменьшают помещение, делают его более камерным, более понятным для ребенка. При этом наличие разных оттенков и ярких цветов делает его интересным. Оно стимулирует ребенка познавать пространство. Для средней группы школьников это чаще всего более плотные оттенки и смеси холодных и теплых, для того, чтобы дать больше движения или статичности, то есть направлять уже. Для старшей группы возможно использование более сложных оттенков. Зрение уже научилось, глаза уже научились воспринимать оттенки более сложные, чем просто разноцветные. И организм также уже научился реагировать и становится более интересным использование сложных комбинаций, сложных оттенков для того, чтобы сделать пространство более концентрированным или более расслабленным.
Это все можно использовать для того, чтобы привнести вот этот новый свежий взгляд в обучающее пространство. В принципе, обучающее пространство, оно является синтезом разных аспектов. Это и система обучения, это само пространство, которое сформировано определенным образом, и комбинация цвета и света в помещении. Что еще важно при формировании цветовой палитры, цветовой гаммы помещений, при формулировании потребностей там? Важно помнить о том, что мы потом помещаем туда разные материалы, информационный материал, плакаты, доски, которые тоже начинают влиять на окружение. Важно учитывать те предметы, которые мы привносим каждый день, и понимать, как это все взаимодействует. И для такого подведения итога еще раз запомним 3 подхода формирования цветовой концепции помещений, образовательных помещений. Первое – это один цвет какой-то, который является акцентным. Второй способ – это цвет как настроение, как характер. И третье – это узнаваемая комбинация, которая повторяется от помещения в помещение для того, чтобы дать ощущение стабильности. Также очень важно еще раз написать те качества, которыми обладает каждая из групп помещений. И эти качества будут означать ту гамму, которую вы выбираете, или те оттенки, которые вы привносите в уже существующие помещения. Также, еще раз, очень важно учитывать ориентацию по сторонам света, от которой очень сильно зависит температура света в помещении, холодная или теплая, которая влияет на восприятие цветовой гаммы и предметов в помещениях. Я очень надеюсь, что все это поможет вам сформулировать для себя дальнейшие шаги, возможно, поможет сформулировать концепцию цветовую и сделать ваше пространство более качественными, более интересными, возможно, наладить какие-то процессы, которые могли идти не до конца так, как вы хотели, дать настоящий правильный настрой вашим студентам и помочь вам сделать процесс образовательный еще более интересным, увлекательным, более качественным. И всегда рада ответить на вопросы, возникающие сейчас в процессе или потом в процессе воплощения в реальности. Желаю успехов с использованием цвета. До новых встреч. Пока.